Он должен был умереть этой ночью. Без связи, без шансов, запертый в перевернутом грузовике посреди ледяной пустоты. Но в тот момент, когда все было кончено, из метели вышли они. Те, кого люди называют хищниками, пришли не убивать. Почему дикие волки спасли человека, обреченного на смерть? Ответ вас реально удивит. Огромный волк вышел из снежной пелены и остановился у края застывшей реки Колымы. Внизу, за крутым изгибом зимника, на боку лежал перевернутый лесовоз. Металл еще парил, а внутри темного кузова медленно приходил в себя старый егерь. Несколько часов назад все началось в глухой тайге неподалеку от Магадана. Иван Крылов, крепкий седовласый мужчина под 70, выслеживал браконьеров. Он опоздал. На снегу уже растекалась кровь убитого амурского тигра. Но преступникам не удалось уйти незамеченными. Они оглушили егеря и, решив избавиться от свидетеля, закинули его в кузов своего грузовика, намереваясь вывести к ледовой переправе и выдать все за несчастный случай. Иван не потерял сознание полностью. Сквозь боль и холод он понимал, помощи ждать неоткуда. Связь пропала в пурге, до ближайшего поста было слишком далеко. Тогда он вспомнил то, чему научился много лет назад. 5 зим назад он наткнулся на капкан, в котором погибла волчица. Рядом остались 3 щенков. Он не стал их приручать, лишь иногда приносил мясо, пока малыши не окрепли и не ушли в тайгу. Среди них был самый крупный светлый самец, которого Иван мысленно называл Север. Когда браконьеры тащили его к машине, он сумел оставить знак, прочертил каблуком 3 глубокие борозды в насте и уронил деревянный свисток, пропитанный запахом его рук и крови. Этого оказалось достаточно. Волки быстро взяли след. Север поднял голову, втянул морозный воздух и повел стаю, мрачного грома и быструю искру, наперерез машине. Они не гнались прямо по дороге, а шли через склон, сокращая путь. Тем временем лесовоз выехал на лед реки. Пурга усиливалась, колеса теряли сцепление. В кузове Иван, чувствуя, как машина скользит по гладкой поверхности, начал раскачиваться, цепляясь за балки. Тяжелая машина стала терять устойчивость, и тогда появились волки. Сначала водитель заметил в зеркале светлую тень, бегущую рядом. Затем темный силуэт вскочил на подножку. Паника взяла верх. Резкий поворот руля, и многотонный грузовик сорвался в занос. На льду ошибки не прощаются. Машину развернуло, она перевернулась и, скользя, ударилась о каменный выступ у берега. Удар сорвал замки, и в перекошенной двери появилась щель. В завывающей метели к разбитому лесовозу подошел Север. Его желтые глаза внимательно смотрели на искореженный металл. Изнутри донесся слабый стон. Волк не тронул людей в кабине. Те были оглушены и зажаты. Он приблизился к щели, уткнулся мордой в холодное железо и тихо зарычал. Через несколько минут сквозь метель прорезались огни снегохода. Напарник Ивана, Алексей Морозов, встревоженный пропажей связи, все-таки отправился на поиски. Стая исчезла так же тихо, как появилась. Когда егеря вытащили из кузова, он был жив. Замерзший, избитый, но живой. А вокруг перевернутого грузовика на снегу тянулись четкие цепочки волчьих следов. Напоминание о том, что тайга ничего не забывает. И иногда долги возвращают даже те, кто ходит на 4 лапах.